Война закончилась, но это еще не конец. Она здесь, и ее сила скрыта в тишине. Тот, кто контролирует страх, контролирует все. Никто не знает, кто настоящий ключ. Кто настоящий ключ? Кроме нас. Война оставила после себя тишину, тяжелую и давящую. Я единственный, кто остался стоять среди руин. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Война закончилась не торжеством, не триумфом, который можно было бы отпраздновать. Наступила тишина, густая, давящая, тяжелее любого взрыва, потому что кричать было некому. Пространство вокруг орбитальной станции было усеяно обломками кораблей, телами и медленно остывающими остатками флотов, некогда считавшихся непобедимыми. Галактическая коалиция назвала это победой. Люди остались лишь побочным эффектом, живыми свидетелями, инструментом, который больше не имел значения, но еще был нужен. Николай стоял среди выживших, ощущая, как кровь застывает под броней. Его тело двигалось автоматически, по инерции, а разум оставался в последнем бою, где звезды исчезали за стенами огня, а крики тонут в помехах связи. Из его взвода выжил только он. Не потому, что был сильнее, а потому, что Вселенная решила оставить хотя бы одного человека. На лицо накатывало ощущение пустоты, которое давило сильнее, чем любой враг, который он встречал на фронте. Коалиция не пригласила его на трибуну. Людей поставили ниже, как всегда, словно инструмент, который отработал свое и пока еще не был выброшен. Над площадью свисали эмблемы победителей, сияющие, чистые, слишком правильные для места, где недавно гибли миллионы. Трофеи вывели позже. Побежденные были выстроены в длинную линию. Закованные в нейроподавляющие оковы, истощенные, лишенные достоинства, они выглядели одинаково, сломленные, униженные, бесполезные. Коалиция называла это справедливостью, но Николай видел правду. Это была война другими средствами, продолжение насилия без крови, символическая расправа. Согласно древнему закону, выжившие солдаты имели право на награду. Не на технологии, не на ресурсы, а на живое существо из числа побежденных, символ власти и напоминание о том, кто теперь хозяин. Николай получил возможность выбора. Ему тошнило от самой идеи, но он невольно скользил взглядом по фигурам, потому что отказ означал бы согласие с правилами, а он уже слишком много видел, чтобы делать вид, что это простая церемония. Большинство пленников смотрели с ненавистью, страхом или пустотой. Некоторые пытались выглядеть вызывающе, другие – соблазнительно, но все это казалось мерзким. Тогда он заметил ее, Мария. Она стояла не в центре и не с краю. Слишком незаметная, чтобы привлекать внимание, слишком тихая, чтобы вызвать жалость. Ее тело казалось хрупким даже среди истощенных. Узкие плечи, опущенная голова, руки сложены аккуратно, как будто она старалась занимать как можно меньше места. Никакого вызова, никакой мольбы, никакого расчета. Она выглядела слабой. И именно в этот момент Николай ощутил странное облегчение. Не желание, не интерес, а холодное, упрямое решение. Если уж система требует, чтобы он стал частью фарса, он выберет так, чтобы лишить его смысла. Он не возьмет самую красивую, не возьмет самую сильную, не возьмет ту, на кого ставили другие. Он выберет самую слабую. Его решение вызвало едва заметное движение среди офицеров коалиции, удивление, а не протест. Люди редко действовали предсказуемо, но это решение казалось даже для них странным. Камеры зафиксировали его жест. Система подтвердила награду. Формальности были соблюдены. Мария подняла голову на мгновение. Этого было достаточно, чтобы Николай ощутил что-то, что нельзя назвать страхом или возбуждением. Это было чувство, словно он сделал ход в игре, правила которой ему неизвестны. Ее взгляд не был пустым, сосредоточенный, глубокий, слишком спокойный для существа, которое только что стало чьей-то собственностью. Она снова опустила глаза. Церемония завершилась быстро.
Победителям нужно было праздновать, а не смотреть на напоминание о том, что победа всегда временная. Николая отвели, оформили передачу, зафиксировали статус награды. Все было безлично, эффективно, стерильно. Но по мере того, как он удалялся от площади, внутри росло ощущение неправильности, тяжелое, липкое чувство, будто за его спиной закрылась дверь, и теперь он находится в помещении без выхода. Мария не сопротивлялась. Она шла позади него без спешки, без попыток скрыться. Ее шаги были ровными, почти бесшумными. Не походка пленницы, ожидающей худшего, а движение существа, принявшего неизбежное и не тратящего силы на пустые жесты. Николай ловил себя на том, что невольно прислушивается, проверяя, идет ли она все еще за ним. Она всегда была там. Корабль, который ждал их, был небольшим, стандартный транспорт для одиночных миссий и возвращения личного состава. Человеческая техника грубая, угловатая, лишенная эстетики, но надежная. Для Николая это было почти утешением, в этом металле не было лжи, все работало предсказуемо. Марию поместили в изолированный отсек, как того требовал протокол. Сенсоры активировались автоматически, поле подавления нейтрализовали любую угрозу. Формально все было под контролем. Первые часы полета прошли в тягучей тишине. Николай проверял системы, составлял отчеты, механически выполнял действия, которым научился еще до войны. Но внимание снова и снова возвращалось к сенсорам. Показатели были стабильны, слишком стабильны. Ни всплесков адреналина, ни попыток сопротивления, словно внутри отсека находился не живой организм, а идеально откалиброванный механизм. Он начинал ощущать странное, корабль словно реагировал на Марийны движения не напрямую, а через мельчайшие детали, изменения освещения, едва заметные задержки в отклике интерфейса, легкие колебания температуры. Слишком мелкие, чтобы поднять тревогу, но достаточно частые, чтобы не быть совпадением. Николай списывал это на усталость, последствия боя, перегрузку нервной системы. Когда он впервые посмотрел на Марию через обзорное стекло, его поразило выражение ее лица, сосредоточенность, как будто она вычисляла что-то. Взгляд не просил о пощаде и не излучал ненависть. Это ожидание начало действовать на него странным образом. Мысли становились яснее, фоновая тревога отступала. Руки перестали дрожать. Дыхание выровнялось. Я не понимаю, зачем меня здесь держит, но этот человек рядом не похож на остальных. Он делает свой путь, а я просто иду за ним, наблюдая. Полеты длились часами, и тишина внутри корабля становилась почти физически ощутимой. Николай сидел за консолью, проверяя навигационные системы, но его взгляд постоянно возвращался к Марии. Она стояла в изолированном отсеке, не делая никаких попыток заговорить или обратить на себя внимание. Каждое ее движение было продуманным, даже минимальным, словно она экономила энергию, не тратя силы на пустые жесты. Он пытался анализировать ее состояние. Ее глаза, глубокие и спокойные, казались почти нечеловеческими. В них не было страха, паники или даже намека на сопротивление. Николай не мог понять, что именно он видит, слабость или стратегическую маску. Каждое мгновение, когда он ловил взгляд Марии, в нем росло ощущение, что она изучает его так же, как он наблюдает за ней. Это не была взаимная игра, это был процесс взаимного изучения, тихий и напряженный. С каждой минутой Николай ощущал странное влияние. Он не чувствовал, что теряет контроль над собой, но его мысли становились яснее, а инстинкты – острыми. Старые страхи, травмы, которые преследовали его годами, отступали, оставляя место необычному спокойствию и концентрации. Он понимал, что это не просто эффект присутствия Марии, это что-то большее. Она меняла пространство вокруг себя, но не грубо, а как мягкая настройка, почти незаметно. Николай вспомнил архивы коалиции, к которым он получил доступ только благодаря человеческой природе. Файлы были фрагментарными, намеренно неполными, но этого хватало, чтобы понять суть. Ее вид никогда не был просто агрессором. В отчетах о победах и поражениях чужих цивилизаций все было описано сухо и обобщенно, словно авторы старались не вдаваться в детали.
Но Николай понимал между строк, эти существа не завоевывали территории ради власти. Они возникали там, где баланс сил подходил к точке необратимого перекоса. Коалиция считала, что уничтожила угрозу, но чем больше Николай изучал данные, тем яснее понимал, они уничтожили не врага, а регулятор. Женщины ее вида упоминались вскользь не как бойцы, не как лидеры, а как центры когнитивной стабилизации, существа, которые корректируют траекторию развития цивилизаций, предотвращая разрушительные конфликты. Большинство аналитиков просто пропускали это, но Николай видел Марии перед собой. Он понимал, что именно она была причиной странных побед и поражений, которые он видел на фронте. Во время полета напряжение между ними росло. Оно не имело ничего общего с романтикой или страстью, это было ощущение близости, навязанное обстоятельствами. Их совместное существование на замкнутом пространстве корабля превращалось в систему, где каждый элемент усиливал другой. Николай начал осознавать, что именно его присутствие делало этот механизм активным. Мария могла влиять на мир вокруг, но только через него. Он ловил себя на мысли, что понимает движение коалиции лучше, чем когда-либо. Системы наблюдения, маршруты патрулей, даже поведение отдельных командиров – все стало предсказуемым, когда он учитывал влияние Марии. Она была не объектом воздействия, а катализатором изменений. С ней рядом его ум начинал работать иначе, четко, логично, без привычной внутренней борьбы между страхом и долгом. Николай понял, что его роль выходит за рамки простого наблюдателя. Он стал частью системы, которой не существовало на бумаге. Влияние Марии не разрушало его волю, а наоборот, выравнивало внутреннее противоречие, делая его опасно цельным. Это не было насилием, это было почти интимное перепрограммирование сознания. Он больше не дрожал, не сомневался, не пытался предугадать каждый шаг врага. Мария наблюдала за ним, но не напрямую. Она не пыталась говорить или навязать свои мысли. Каждое ее движение, каждое мгновение тишины создавало эффект присутствия, который Николай ощущал на физическом уровне. Он начал чувствовать, что любое его действие, любое решение, принятое в присутствии Марии, изменяет ход событий за пределами корабля. Это понимание давило на него, но одновременно приносило странное облегчение. Коалиция начала подозревать что-то неладное. Доступы закрывались, сигналы контроля усиливались, маршруты, ранее свободные, требовали подтверждений. Николай замечал закономерности там, где другие видели хаос. Его корабль стал объектом повышенного внимания, но Мария оставалась спокойной. Ее присутствие делало его действия предсказуемыми для него самого и непредсказуемыми для коалиции. Он снова обратился к архивам, теперь уже скрытым, где информация о женщинах ее вида была почти полностью удалена. Остались лишь обрывки упоминания о случаях, когда войны завершались без решающих сражений, когда флоты теряли волю к наступлению, а цивилизации внезапно меняли курс. В каждом таком эпизоде присутствовал один и тот же фактор – контакт с нестандартным видом-посредником. Люди, как Николай, идеально подходили для этой роли. Их разум слишком гибкий, чтобы его можно было переписать напрямую, но достаточно нестабильный, чтобы стать проводником. Николай начал осознавать пугающую истину – Мария не была пленницей. Она была узлом системы, лишенной своего предназначения. И теперь система искала новый способ функционирования через него. Он был ключом. Она допустила захват намеренно, выбрав исход, в котором человек становится активным участником процесса, а не инструментом. Эта осознанность росла постепенно, как давление в герметичном отсеке. Каждый вдох напоминал ему, что он не просто пассажир. Он стал центром событий, которые коалиция больше не могла контролировать. Чем яснее становилось понимание, тем сильнее ощущалась ответственность. Любое его решение имело последствия, которые простирались далеко за пределы корабля. Николай чувствовал это напряжение физически, оно сжимало грудь, заставляло мышцы быть настороже, но не от страха, а от осознания собственной силы. Он понимал, что Мария не ускоряет процесс, не направляет его сознательно. Она просто присутствует. И именно в этом присутствии он обретает способность действовать иначе, мыслить шире, видеть паттерны, недоступные другим.
Впервые за годы службы он почувствовал, что его мозг работает в гармонии с инстинктами. Страх, привычный спутник на поле боя, больше не доминировал. Старые травмы отступили, уступив место концентрации и ясности. Он понял, что коалиция допустила роковую ошибку, они видят угрозу только в Марии, но истинный узел контроля находится в нем. Каждая запись, каждый фрагмент данных, они не говорят всей правды, но я начинаю видеть закономерность, которая могла изменить все. Она рядом, и я чувствую ее влияние. Корабль Николая двигался сквозь пространство, усеянное остатками флотов и обломками станций, но теперь он не видел в этом хаосе угрозы, а лишь контуры возможностей. Каждый сенсорный сигнал, каждая задержка в отклике системы казались ему преднамеренными не ошибкой техники, а результатом того влияния, которое Мария оказывала на окружающее пространство. Она была рядом, и это меняло логику всего вокруг. Николай ощущал, что его восприятие расширяется. Он видел закономерности там, где раньше видел только случайность. Мария стояла в изолированном отсеке, не двигаясь лишний раз. Каждое ее движение было минимальным, почти незаметным, но в нем скрывался смысл. Она не пыталась воздействовать на него напрямую, не подталкивала к действиям и не подавляла его волю. Но присутствие Марии создавало ощущение, будто пространство вокруг корабля само реагирует на каждое его решение. Николай понимал, она не оружие и не инструмент, она – активатор процессов, которые он теперь мог видеть и использовать. Старая привычка проверять каждый прибор, каждый сигнал исчезла. Теперь Николай ощущал состояние корабля, словно понимал его на уровне интуиции. Он замечал колебания температуры, микроскопические задержки в работе сенсоров, едва заметные дрожания конструкции. Это было не физическое воздействие, а влияние на сознание. Слияние с Марией создавало эффект полного присутствия, в котором его ум функционировал иначе, свободно от страха и сомнений. Николай стал осознавать, что Мария никогда не была пленницей. Ее слабость на площади была маской, тщательно выбранной стратегией. Теперь он видел истинную природу женщины перед собой. Она не просто выжившая, она регулятор, узел, способный корректировать ход событий. И человек, как он, стал уникальным проводником этой силы. Он мог быть как разрушителем, так и ключом к созданию нового порядка. Его мысли стали ясными, сосредоточенными. Старые травмы войны больше не мешали рассуждению, не затуманивали действия. Каждое решение Николая теперь имело прямую связь с последствиями, которые распространялись далеко за пределы корабля. Он больше не был обычным солдатом, он стал инструментом, с которым Мария взаимодействовала, не нарушая его свободы. Она не управляла, она синхронизировала, и это делало их совместное существование по-настоящему опасным для коалиции. Коалиция начала проявлять признаки подозрения. Доступы к системам закрывались, маршруты наблюдения ужесточались. Сенсоры дальнего слежения начали сопровождать их корабль, отслеживая каждое перемещение. Николай ощущал эти изменения, но в то же время понимал их закономерность. Благодаря присутствию Марии он распознавал паттерны действий коалиции, видел страх, замаскированный под контроль, и понимал, что коалиция еще не осознала источник нестабильности. Николай вновь обратился к архивам. Сведения о женщинах ее вида были почти полностью уничтожены, остались лишь фрагменты упоминаний об инцидентах, когда флоты внезапно теряли волю к наступлению, когда цивилизации меняли курс без видимых причин. Во всех этих событиях ключевым фактором был контакт с человеческим разумом, нестандартным, непредсказуемым, способным служить проводником. Люди сочетали жестокость и сострадание, логичность и иррациональность, подчинение и бунт. Эта противоречивость делала их невосприимчивыми к прямому контролю, но идеальными для взаимодействия с регулятором вроде Марии. Каждое мгновение, проведенное рядом с Марией, усиливало его способности к анализу и концентрации. Он мог просчитывать последствия своих действий на несколько шагов вперед, замечать даже тонкие сигналы коалиции и предугадывать их решения. Но это не было даром, а скорее опасной ответственностью. Любая ошибка могла стоить слишком дорого, и Николай понимал, что цена решений, которые он теперь принимает, намного выше, чем когда-либо раньше. Мария наблюдала за ним спокойно. Она не вмешивалась и не делала вид, что наблюдает за кораблем.
Ее присутствие воздействовало на Николая мягко, через близость, через сам факт совместного нахождения в замкнутом пространстве. Она позволяла ему понять, что действия человека могут стать ключом к новой реальности. И чем дольше Николай оставался рядом, тем яснее он осознавал, выбор, который он сделал на площади, не был случайным. Это была точка отсчета нового порядка. Он вспомнил, как впервые увидел ее на площади в цепях униженных. Тогда он выбрал слабость, потому что не хотел быть палачом. Сейчас он понимал истинное значение этого выбора. Слабость была маской, которая позволила ему стать активным участником событий, не просто инструментом, а ключом. Его роль была уникальной, и от его решений зависел исход не только для него и Марии, но и для всей галактики. Николай ощущал, что Мария видит гораздо больше, чем любой человек. Она анализировала пространство вокруг, но делала это незаметно, почти интимно. Ее внимание не было направлено на контроль, оно служило гармонизации системы. Каждое ее движение создавало эффект, который Николай ощущал физически, не боль, не давление, а сжатие концентрации, которое делало его действия точными и эффективными. Впервые он почувствовал абсолютное спокойствие. Не холодное, а тяжелое, осознанное осознание того, что любое действие имеет последствия, и что он способен принимать решения без постороннего диктата. Это чувство силы и ответственности одновременно пугало и завораживало. Он понял, что война закончилась не капитуляцией, а изменением смысла. Коалиция пыталась удержать контроль. Формальные запросы, проверки, усиленные сенсоры – все это создавало иллюзию власти, но Николай видел за ними хаос. Решения, которые раньше коалиция принимала легко, теперь становились непредсказуемыми. Он осознавал, что их взаимодействие с Марией стало критическим фактором, и что их совместное существование на корабле создало новую систему, которую невозможно было игнорировать. Каждое движение, каждый взгляд, каждая мысль стали частью механизма, который коалиция не могла контролировать. Николай понял, Мария не ускоряет события, не управляет им напрямую, она создает условия, а человек становится проводником изменений. Это понимание наполняло его внутренней силой, но одновременно требовало осторожности. Любая ошибка могла разрушить не только их, но и ту хрупкую структуру, которую они начали создавать вместе. С течением времени Николай ощущал, что его связь с Марией становится почти телесной. Она не угрожает, не подавляет, но давление присутствия невозможно игнорировать. Это не романтическая близость, а функциональное взаимодействие двух несовместимых факторов, которые вместе создают устойчивую аномалию. Коалиция начала действовать осторожнее, но слишком поздно. Источник влияния уже был внутри системы, и их попытки контроля лишь усиливали эффект, который Николай и Мария создавали вместе. То, что я считал слабостью, оказалось силой. Она не просто рядом, она изменяет то, как я вижу мир, и я понимаю, что мы оба стали частью чего-то большего. Корабль скользил через безмолвное пространство, усеянное обломками флотов и разрушенных станций. Николай уже не просто наблюдал за системами, он чувствовал их, словно они стали частью его собственного тела. Каждое колебание, каждая микрозадержка воспринималась им как сигнал, как часть сложного паттерна. Его разум работал иначе, яснее, быстрее, сосредоточеннее. И это было напрямую связано с присутствием Марии в отсеке за стеклом. Мария оставалась спокойной. Она не делала попыток говорить, не пыталась воздействовать на него словами или жестами. Но Николай ощущал эффект каждого ее движения, каждой паузы. Она была как ядро магнитного поля, присутствие создавало концентрированную силу, которая трансформировала его восприятие и расширяла возможности. Он понимал, что теперь коалиция не может контролировать ситуацию, потому что источник изменений находится в нем, а не в Марии напрямую. Николай снова обращался к архивам коалиции, анализировал фрагменты информации о предыдущих конфликтах и вмешательствах ее вида. Все указывало на то, что женщины, подобные Марии, действовали не как войска или лидеры, а как регуляторы, корректирующие поведение цивилизаций, создавая баланс там, где он был нарушен. Их присутствие всегда было критически важным, а взаимодействие с нестандартным разумом, человеческим, открывало путь к изменению событий. Он осознавал, что Мария не была пленницей и не подчинялась ему.
Ее маска слабости была инструментом, позволяющим активировать человеческий потенциал как катализатор нового порядка. Николай понимал, что именно выбор, который он сделал на площади, стал началом сложного процесса. Он был проводником изменений, а не оружием в руках коалиции. С каждой минутой напряжение внутри корабля усиливалось. Николай ощущал, как коалиция пытается вмешаться, маршруты наблюдения корректировались, сенсоры дальнего слежения фиксировали любое движение. Но присутствие Марии создавало эффект непредсказуемости. Он замечал закономерности там, где другие видели хаос. Каждое их совместное действие, даже без прямого взаимодействия, превращалось в механизм, который коалиция не могла просчитать. Он начал экспериментировать. С небольшими изменениями курса, минимальными маневрами, Николай наблюдал реакцию сенсорных сетей. Замедленные сигналы, временный СБУ – все это было частью эффекта, который Мария создавала невидимо. Его способность предугадывать действия коалиции усиливалась, и он понимал, что это только начало. Она не давала ему сил напрямую, но через синхронизацию усиливала способность действовать с точностью и эффективностью, недоступной обычным людям. Николай ощущал странное спокойствие, которое не было холодным и безразличным. Это было ясное, осознанное спокойствие, знание того, что каждое его действие имеет последствия, и он способен принимать решения без постороннего диктата. Впервые за годы войны он не сомневался в собственной реакции. Его мысли, инстинкты и опыт слились в одно целое, создавая нечто новое, механизм, способный изменять исход событий на масштабах галактики. Мария наблюдала за ним, и это наблюдение не имело агрессии или контроля. Оно было почти интимным, но функциональным. Ее присутствие создавало давление, не подавляющее, а структурирующее. Николай начал ощущать, что любое его решение отзывается за пределами корабля, влияя на действия коалиции, на ход флотов и стратегические расчеты. Каждое движение, каждое изменение курса становились частью сложного паттерна, который они создавали вместе. Он понимал, что война закончилась нетрадиционно. Она завершилась не капитуляцией одной стороны, а изменением смысла самой борьбы. Николай и Мария стали центром событий, которые коалиция не могла контролировать. Любая попытка вмешательства лишь усиливала эффект, который создавал их союз, человек и регулятор. Он больше не был солдатом, он стал узлом сложной системы, где выбор человека определял направление и исход глобальных процессов. Коалиция усиливала давление. Сенсорные сети замыкались, маршруты патрулей корректировались, проверки доступа усиливались. Николай ощущал это напряжение, но теперь оно не подавляло, а делало его действия более точными. Он чувствовал структуру событий, предугадывал каждое движение врага. Мария не вмешивалась напрямую, но ее присутствие создавало условия, в которых человеческий разум функционировал с максимальной эффективностью. Он понимал, что Мария никогда не была слабой. Слабость, которую он видел на площади, была маской. Теперь, когда они были вместе на корабле, истинная сила проявлялась через синхронизацию их присутствия. Он стал ключом, который активировал ее способности, а она направляла его потенциал, создавая уникальный союз. Это не было подчинением или контролем. Это было равновесие двух несовместимых факторов, создающих устойчивую аномалию, которую невозможно было игнорировать. Николай начал осознавать масштабы ответственности. Любое действие могло изменить исход конфликта, повлиять на судьбы миллиардов существ. Мария не давала ему указаний, но его собственные решения стали носителями силы, способные изменить галактический баланс. Он почувствовал, что теперь они работают вместе как единая система, где человек и регулятор создают новый порядок. Каждый миг усиливал понимание. Пространство вокруг них подчинялось присутствию Марии, но окончательное решение принимал Николай. Она могла корректировать события, но не выбирать исход. Это право было предоставлено человеку. Николай осознал это с необычайной ясностью. Любое колебание, любое сомнение могло стоить слишком дорого. Но теперь он ощущал полную ответственность и контроль одновременно. Мария не только наблюдала, она создавала условия для активации потенциала Николая.
Он больше не был пассивным солдатом, он стал точкой бифуркации, центром событий, который коалиция не могла контролировать. Любое вмешательство извне лишь активировало процесс, который они с Марией начали вместе. Это понимание наполняло его внутренней силой, но требовало осторожности и стратегического мышления. Со временем он понял, их взаимодействие стало системой. Никто и ничто не могло нарушить этот механизм без риска разрушить его полностью. Мария не была целью, а он не инструмент. Вместе они стали уникальной силой, способной изменять исход глобальных процессов. Коалиция еще не понимала, что истинная угроза заключена в их синхронизации. Николай ощущал, что любое движение, любой импульс становится частью паттерна, который невозможно просчитать. Он был не просто солдатом, он был активатором, проводником изменений, которые Мария создавала своим присутствием. Вместе они создали устойчивую аномалию, которая превзошла контроль коалиции и всех традиционных методов управления войной. Они думают, что контролируют ситуацию, но мы вместе, и наш ход изменит исход всей войны. Я чувствую ее присутствие, и это дает силу. Корабль Николая двигался через пустоту, и каждая секунда была пропитана напряжением. Сенсорные поля коалиции усиливались, дальние патрули фиксировали малейшие отклонения. Но теперь Николай действовал иначе. Он чувствовал пространство вокруг корабля как целое, замечал мельчайшие колебания, синхронизировался с Марией. Ее присутствие больше не было просто эффектом. Оно стало частью его сознания, частью его способности предугадывать и управлять последствиями. Мария стояла в своем отсеке, неподвижная и сосредоточенная. Николай наблюдал за ней и понимал, что эта тишина была ее силой. Она не требовала приказов, не пыталась управлять им напрямую. Она позволяла событиям развиваться, создавая условия, в которых человеческий разум раскрывался полностью. Николай ощущал, что каждая его мысль, каждое решение – это не просто действие, а вклад в новый порядок, который они создавали вместе. Коалиция еще не осознавала масштаба произошедшего. Они видели лишь отклонения, непредсказуемые движения корабля, кажущиеся хаотичными. Но за этой иллюзией хаоса скрывалась полная структура, которую Николай понимал и использовал. Каждое решение коалиции отражалось на нем, но он мог предвидеть последствия и корректировать свои действия мгновенно. Это делало их союз с Марией непобедимым в стратегическом плане. Он снова вспомнил тот момент на площади, когда выбрал слабую фигуру в цепях – Мария. Тогда он думал, что делает выбор из гуманности, из нежелания быть палачом. Теперь он понимал, что этот выбор был ключом. Слабость была маской, которая позволила ему стать проводником изменений. Он стал частью системы, которая могла создавать или разрушать, балансировать или разрушать порядки галактики. Мария наблюдала за ним без выражения, но Николай ощущал интенсивность ее присутствия. Это было не давление, не контроль, а структура, в которую он был встроен. Он понимал, что теперь они действуют как единое целое. Его решения усиливались ее влиянием, а ее действия – его сознанием. Они стали фактором, который коалиция не могла контролировать. С течением времени Николай начал видеть последствия своих действий в реальном масштабе. Системы коалиции давали сбу, флоты задерживались, маршруты патрулей расходились. Никто не понимал, почему это происходит. Но для Николая и Марии каждый шаг был предсказуемым и управляемым. Они создали уникальную аномалию, союз человека и регулятора, способный изменять ход событий без прямого применения силы. Коалиция пыталась вмешаться. Сенсоры, патрули, корректировки маршрутов – все это создавало давление, но оно лишь делало Николая внимательнее. Его концентрация и способность предугадывать действия усиливались. Он осознавал, что их взаимодействие с Марией стало критическим фактором. Любая попытка контроля лишь активировала систему, которую они создали. Николай понимал, что война завершилась не через капитуляцию или поражение. Она завершилась через изменение смысла борьбы. Они с Марией стали центром событий, которые коалиция не могла контролировать. Любая агрессия или попытка подавления теперь лишь ускоряли процесс трансформации.
Николай ощущал ответственность, но не страх. Он действовал с ясностью и точностью, понимая, что каждое решение имеет последствия далеко за пределами корабля. Мария не направляла его действия. Она создавала условия, позволяя человеческому разуму раскрыться и действовать свободно. Николай стал уникальным проводником изменений. Он ощущал, что каждый импульс, каждое решение становилось частью глобального паттерна. Вместе они создали устойчивую аномалию, союз двух несовместимых факторов, которые невозможно было игнорировать или разрушить извне. Николай понимал, что их связь перестала быть вынужденной. Это была функциональная синхронизация. Они действовали как единая система. Любое движение Николая активировало влияние Марии, любое присутствие Марии усиливало возможности Николая. Их союз стал точкой бифуркации, местом, где пересекались решения, которые раньше существовали отдельно. Коалиция поняла угрозу слишком поздно. Они пытались восстановить контроль через вмешательство, но уже не могли. Николай и Мария стали центром изменений, которые невозможно было остановить. Любая попытка контроля лишь усиливала эффект. Их присутствие создавало условия, при которых события развивались иначе, чем планировалось. В этом процессе Николай ощущал полное спокойствие. Он больше не сомневался, не метался между вариантами. Его сознание стало ясным, точным. Каждый импульс, каждое действие имело значение, и он понимал цену своих решений. Мария не усиливала давление и не направляла его, но их связь позволяла ему раскрывать потенциал, который был недоступен обычному человеку. Со временем Николай начал видеть более крупные последствия. Флоты коалиции стояли на месте, решения рассыпались, армии теряли смысл действий. Они больше не могли действовать как единая структура. Николай и Мария создали новую реальность, где привычные законы войны больше не работали. Люди перестали быть ресурсом. Они стали факторами нестабильности, опасно ценными и непредсказуемыми. Мария окончательно утратила свою функцию как регулятор по циклам коалиции. Ее присутствие теперь существовало вне системы, и только Николай мог направлять последствия. Они вместе создали новый баланс, не через силу, не через угрозу, а через сознательные и преднамеренные решения. Любой, кто пытался вмешаться, видел лишь хаос, но это был преднамеренный хаос, управляемый союзом человека и регулятора. Николай понял, что награда никогда не была женщиной. Наградой был он сам. Его выбор на площади среди цепей униженных стал точкой отсчета новой реальности. Он выбрал слабость, не желая быть палачом, и именно это сделало его самым опасным фактором во Вселенной. Война закончилась не капитуляцией, а потерей смысла для тех, кто пытался контролировать. Теперь Николай и Мария существовали вне прежних правил. Они создали новую систему, где решения принимались не страхом и не командой сверху, а осознанностью и синхронизацией двух разумов. Их союз стал фундаментом нового порядка, который коалиция не могла предвидеть или контролировать. Они больше не были участниками старой войны, они стали архитекторами новой реальности. И когда корабль двигался в тишине космоса, не было взрывов и триумфа. Вселенная наблюдала изменения без театрализованных жестов. Баланс больше не был навязан силой. Он возник через выбор Николая и присутствие Марии. И именно этот выбор стал началом новой эры, где человек и регулятор вместе создавали порядок, не подчиняясь никому и ничему, кроме самих себя.